Он придумал слово «миллион». Вот мы теперь мучаемся из-за этого миллиона. Все хотим быть миллионерами. Один сказал и понял, да, там, в Индии. Поэтому надо знать всегда. Ты приглашаешь сюда не просто человека, а человека, которому ты должен отдать все свое свободное время, все свои знания. Потому что мы идем с открытым забралом человеку. Мы все делаем от себя. Отдаем патологии, отдаем время, понятно, да? Отдаем знания, отдаем все, что можно, и даже жизнь. Как ни странно, мы здесь рискуем жизнью. Спрашивается, кто-нибудь задумался об этом? Ну, сейчас Ферапонтова нет, но я могу сказать, что я тоже так же. Мы за людей возили заказы. И они поехали в Ростов, попали туда, в Ростов поехали на презентацию, попали в аварию. Машина разбита, они еле выжили, приехали без машины и так далее. На Валдае у меня была команда. И они поняли, что халяву это хорошо, но едет Борислав, привези наши заказы. Прекрасно, да? На доставки не платить, еще что-то. Я не знаю, что они в голове. И вдруг на подъеме однажды там написано, вдруг я ездил, и вдруг я вижу новые фальсы. Лучшая дорога на Валдай. На Селигер. Я думаю, первый раз вижу, думаю, так я поверну. Утро раннее, 4 часа утра, подморозило. Я на джипе, и меня начинает крутить на подъеме. Все, что было, я вспомнил всех. И мать, и отца, всех. Значит, понятно, да? И встал, и думаю, Господи, это с какого же перепуга? Я, как еврей-разносчик, вожу им это самое. А меня считают за мусора полного. Что надо делать? Развернулся я, и больше я на Валдае. Хотя все в коровнике ходили с нашими бриллиантами. Доили там коров и все это. Вовремя остановиться надо и подумать, что я делаю. Нужен ли мне этот человек? Если человек мне говорит, что ты хочешь от Орифлейма и от сетевого маркетинга, он говорит, ну здесь нарубить капусту и уехать отсюда к чертовой матери. Вот моя визиточка, когда начнешь думать, у тебя появится гражданская позиция, приходи ко мне. Все, разговаривать я не буду, и брать, упрашивать не буду. Каждый раз этот человек. Кто помнит, что у директоров были печати? И ни один человек не мог без этой печати, прошедшей, прийти в Орифлейм. Вот тогда и приходили кадры. Я правильно говорю? Проверенные. Мы знали, что мы берем уже людей, с которыми поговорили, которые на готов. Здесь то же самое. Здесь идет тщательный отбор. И поэтому не надо стараться брать всех и за собой вести, и лишь бы кто-нибудь, и лишь бы кто, а вдруг из него что-нибудь не получится, без вас ничего не получится. И сколько вы отдали, столько придет. И никто не заставляет Саулежновая Булата ехать в Киргизию. А Колтон подъезжает к ним, они вместе берут Илюшку, и в мае месяце он будет директором, ему 15 лет. Крестник мой. Их же никто не учил. Они поняли, в чем суть. Суть в чем. И я им не нужен. Нужен только для того, чтобы вместе радоваться. Потому что друзья познаются не в беде, а в радости. Надо находить таких друзей, с которыми бы друг другу радовались их успеху. А когда горе, ну что соберут там? Кинут по 100 рублей, по 1000 рублей, по 2000, по 10, не знаю, помогут и забудут. Вот радость от того, что я вижу молодежную команду, радость от того, что вижу людей, которые и без меня это делают, но будут всегда помнить. А почему мне это нужно память? Ну потому что когда она вспомнит, душа не улетает на 40-й день. Что-то понятно, да? И ваша задача не наследить в этой жизни, оставить след. Оставить след. Какой он будет? В виде квартир, машин. То, что наконец-то вы, хорошо жившие полковники, правда, и вдруг дочь захотела. И я вспоминаю твою дочь.
Кто знает ее дочь? Ты расскажешь Алису. Когда Анаиса, солнышко мое, когда она уходит в декрет, перед тем, как она носила флаг России, и она уходит туда, она уже обеспечена. Гордость и за мать, и за отца, и за то, что они здесь все трое вместе. И это вот очень большая работа над собой. Хочу, чтобы ты понял, не всех. Потому что оставляй место, потому что тебе придется очень много еще жить. И жить не в бизнесе, а в деле. Что-то понятно, нет?